Привет, друзья! Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, глядя на своего спящего кота, что на самом деле вы совсем его не знаете? Вот он лежит, свернувшись клубочком, такой родной и предсказуемый. Но что, если я скажу вам, что за этими ушками и мягкими лапками скрывается биокомпьютер совершенной сборки, древний охотник и существо, чьи суперспособности заставили бы завидовать даже героев Марвел? Сегодня у нас особенный день. Я собрала для вас целую сотню, вы не ослышались, ровно 100 самых поразительных, забавных и порой шокирующих фактов о кошках. Мы разберем все, от того, зачем им на самом деле нужны усы, до того, как они управляют нашими эмоциями с помощью одного лишь звука. Это видео станет вашей личной энциклопедией, после которой вы посмотрите на своего пушистого сожителя совершенно другими глазами. Если вы, как и я, не представляете своей жизни без тихого «мяу» по утрам, давайте договоримся. Прямо сейчас авансом поставьте этому видео лайк. Это очень поможет нам нести кошачье просвещение в массы. Поставили? Спасибо, вы лучшие! Ну что, устраивайтесь поудобнее, взяли своего котейку на руки, и мы начинаем наш марафон из 100 фактов. Поехали! Анатомия чудес и скрытые суперсилы. Факт первый. Нос-паспорт. Начнем с того, что у каждого кота есть уникальный идентификатор, и это не чип. Отпечаток носа кошки также индивидуален, как отпечатки пальцев у человека. Рисунок из бугорков и линий никогда не повторяется, так что если бы кошки решили создать свою полицию, они бы находили друг друга по отпечатку пятачка. Факт второй. Вкус сахара. Вы когда-нибудь задумывались, почему ваш кот равнодушен к тортикам? Все просто. Кошки — единственные млекопитающие, которые не чувствуют сладкого вкуса. Эволюция решила, что истинному хищнику этот навык ни к чему, поэтому их вкусовые рецепторы просто не читают сахар. Для них ваш любимый эклер — просто безвкусная масса. Факт третий. Прыжок в небеса. Ваш кот — прирожденный олимпиец. Здоровая кошка способна прыгнуть на высоту в 5-6 раз, превышающую ее собственный рост. Представьте, если бы вы могли с места запрыгнуть на крышу двухэтажного дома. Это возможно благодаря мощнейшим мышцам задних лап и гибкому позвоночнику, который работает как сжатая пружина. Факт четвертый. Режим энергосбережения. Кошки спят в среднем 12-16 часов в сутки, а некоторые и все 20. Это не лень, а стратегия выживания. В дикой природе охота требует колоссального выброса энергии, поэтому в остальное время организм переходит в режим жесткой экономии. Так что, когда ваш кот спит весь день, он просто заряжается. Факт пятый. Уши-локаторы. В каждом кошачьем ухе целых 32 мышцы. Для сравнения, у нас их всего 6. Кошка может вращать ушами на 180 градусов независимо друг от друга. Это позволяет им определять источник звука с точностью до миллиметра. Вы еще только берете пачку корма в другой комнате, а их радары уже запеленговали цель. Факт 6. Ходьба иноходью. Замечали, как грациозно ходит кошка? Они перемещают сначала обе правые лапы, а затем обе левые. Так умеют только кошки, жирафы и верблюды. Такая походка делает их движение практически бесшумным и очень эффективной для маскировки в траве. Факт 7. Ключицы-невидимки. У кошек нет полноценных ключиц. Их плечевые кости крепятся к скелету только с помощью мышц. Именно поэтому, если в отверстие пролезает голова кошки, пролезет и все тело. Они буквально жидкие. Если ваш кот застрял где-то пузом, значит, он просто слишком много кушал. Физика тут бессильна. Факт 8. Орган Якобсона. Иногда кошки замирают со странной ухмылкой, приоткрыв рот. Это не значит, что кот сломался. Так он использует орган Якобсона на верхнем небе, чтобы буквально вкушать запах. Это более глубокий анализ воздуха, который помогает им понимать феромоны других животных. Представьте, что у вас во рту встроенный химлабораторный анализатор. Факт 9.
Частота мурлыканья. Мурлыканье – это не просто звук радости. Кошки мурлыкают на частоте от 25 до 150 Гц. Ученые доказали, что звуки в этом диапазоне способствуют заживлению костей и регенерации тканей. Так что кошка – это не только антистресс, но и ваша персональная физиотерапия на 4 лапах. Факт 10. Зрение в темноте. Кошкам не нужна полная темнота, чтобы видеть, но им достаточно всего 1/6 части того света, который нужен человеку. Все благодаря тапетум люцидум, особому слою за сетчаткой, который отражает свет обратно. Именно поэтому их глаза так жутковато и красиво светятся на фотографиях со вспышкой. Факт 11. Территория на лапках. Между подушечками лап у кошек находятся потовые железы, которые выделяют секрет с уникальным запахом. Когда кот месит вас лапками или царапает диван, он не просто делает массаж или портит мебель, он помечает вас как свою собственность. «Этот человек мой, я его заштамповал», — думает ваш пушистый босс. Факт 12. Хвост как руль. Хвост для кошки – это балансир и руль одновременно. При резких поворотах во время бега хвост помогает удерживать центр тяжести. Если вы видите, что хвост кошки дергается из стороны в сторону, знайте, в ее голове сейчас происходит сложный эмоциональный расчет или назревает план нападения. Факт 13. Правши или вши. Да, у кошек тоже есть доминирующая лапа. Интересно, что исследования показывают связь с полом. Коты чаще оказываются левшами, а кошки – правшами. Понаблюдайте, какой лапой ваш питомец первой тянется к игрушке или достает кусочек еды из миски. Это многое скажет об их характере. Факт 14. Сердечный ритм. Сердце кошки бьется почти в 2 раза быстрее человеческого, от 110 до 140 ударов в минуту. Они живут в более быстром темпе, чем мы. Нам кажется, что они медлительные, но на самом деле их внутренняя машина всегда прогрета и готова к старту. Факт 15. Язык – наждачка. Язык кошки покрыт мелкими роговыми крючками, папиллами. Они нужны не только, чтобы вылизывать шерсть, но и чтобы буквально соскабливать мясо с костей добычи. Когда кошка лижет вашу руку и вам немножко больно, это она так проявляет заботу, используя свой встроенный гребешок. Факт 16. Группа кошек. Знаете, как официально называется группа кошек в английском языке? Клаудер. Звучит почти как название какого-то тайного ордена. И глядя на то, как кошки собираются вместе по ночам во дворе, в это легко поверить. Факт 17. Интеллект против собак. У кошек в коре головного мозга почти в 2 раза больше нейронов, чем у собак, около 300 миллионов против 160. Кошки способны решать гораздо более сложные когнитивные задачи, если захотят. Проблема только в том, что кошкам плевать на тесты, им не нужно доказывать нам свою правоту. Факт 18. Скрытые когти. Кошки – единственные животные, чьи когти в спокойном состоянии полностью скрыты в кожаных ножнах. Это позволяет им ходить абсолютно бесшумно и сохранять остроту когтей, ведь они не тупятся о землю при ходьбе. Настоящие ассасины животного мира. Факт 19. Кошачий пот. Кошки почти не потеют всей поверхностью тела. Единственное место, где выделяется пот, это подушечки лап. Если в ветеринарной клинике вы видите мокрые следы на столе, знайте, котейка очень волнуется. Это их эквивалент наших потных ладоней от страха. Факт 20. Вибриссы, усы – это сложнейшие сенсорные датчики. Они уходят корнями в зоны мозга, отвечающие за осязание. Кошка с помощью вибриссов может чувствовать движение воздуха и понимать расстояние до предметов даже в полной темноте. Никогда не стригите кошке усы. Это все равно, что отключить человеку зрение и навигатор одновременно. Факт 21. Мяуканье только для нас. Взрослые кошки почти никогда не мяукают друг другу. Они используют шипение, мурчание или вопли, но привычное нам «мяу» — это звук, разработанный исключительно для общения с людьми. Кошки поняли, что мы реагируем на этот звук так же, как на плач младенца, и успешно нами манипулируют тысячи лет.
Факт 22. Температура тела. Нормальная температура кошки выше нашей, около 38-39 градусов. Именно поэтому они кажутся нам такими теплыми грелками. Из-за этого им комфортнее в тепле. Идеальная температура среды для кошки начинается от 30 градусов. Ах, вот почему они так любят лежать на ноутбуках. Факт 23. Короткая память на неудачи. Кошки обладают отличной оперативной памятью. Они могут помнить решение задачи до 16 часов, в то время как собаки всего около 5 минут. Если кошка нашла способ открыть шкаф с кормом, она будет помнить это очень-очень долго. Факт 24. Цветовое зрение. Раньше считалось, что кошки видят мир черно-белым. Это миф. Они видят синий и зеленый цвета, но плохо различают красный и розовый. Мир для них выглядит немного блеклым, как на старой кинопленке, но зато детализация в сумерках у них просто феноменальная. Факт 25. Возраст рекордсмен. Самая старая кошка в мире, Крим Пафф из Техаса, прожила 38 лет и 3 дня. По человеческим меркам это глубоко за 160 лет. Секрет ее долголетия, по словам хозяина, был в беконе, яйцах и кофе со сливками. Не повторяйте это со своими питомцами, но факт остается фактом. Кошки могут быть с нами очень долго. Ох, друзья, мы разобрали только первую четверть, а у меня уже мурашки от того, насколько они совершенны. Признавайтесь в комментариях, какой факт поразил вас больше всего. Я, например, до сих пор в шоке от того, что мяу – это спецсигнал лично для нас. Напишите свой вариант и давайте сверимся, много ли среди нас владельцев котов-левшей. Далее мы поговорим о психологии, истории и о том, почему кошки считались божествами. Факт 26. Божественное прошлое. В Древнем Египте кошки были не просто питомцами, а воплощением богини Бастет. Если в доме умерла кошка, все члены семьи в знак траура сбривали себе брови. Представьте степень уважения. За убийство кошки, даже случайное, полагалась смертная казнь. Ваша Мурка точно помнит об этом на генетическом уровне, когда требует еду в 5 утра. Факт 27. Медленное моргание – это поцелуй. Замечали, как кот смотрит на вас и медленно-медленно закрывает глаза? На языке кошек это высшее проявление доверия и любви. В дикой природе закрыть глаза перед кем-то значит подставиться под удар, поэтому если кот так делает, он буквально говорит «я доверяю тебе свою жизнь». Попробуйте моргнуть ему так же медленно. Это лучший способ сказать «я тебя люблю» на кошачьем. Факт 28. Магия коробок. Почему коты обожают коробки, даже если они в 3 раза меньше их самих? Это инстинкт поиска убежища. В незамкнутом пространстве кот чувствует себя защищенным со всех сторон, и его уровень стресса мгновенно падает. Коробка для него – это не картонный мусор, а неприступная крепость, где можно спокойно планировать захват мира. Факт 29. Почему они приносят подарки? Если кот принес вам дохлую мышь или, что чаще бывает у домашних, ваш же носок, не ругайтесь. Согласно одной из теорий, кошки считают нас безнадежными охотниками, которые не могут прокормить себя сами. Они приносят добычу, чтобы научить вас охотиться или просто чтобы вы не умерли с голоду. Это чистая забота, хоть и немного специфическая. Факт 30. Замешивание теста. Когда кот ритмично мнет вас лапками, делает бисквиты, он возвращается в детство. Котята так стимулируют приток молока у матери. У взрослых кошек это поведение сохраняется как признак абсолютного комфорта и безопасности. Поздравляю! Для своего кота вы большая, теплая и надежная мама-кошка. Факт 31. Кошки-космонавты. Вы знали, что в космосе было окошко? В 1963 году Франция отправила на орбиту кошку по имени Фелисет. Она успешно перенесла полет и вернулась на Землю живой и невредимой. У нее даже не было кличку до полета, она была просто С-111, но после возвращения она стала мировой знаменитостью. Факт 32. Мэр Стапс. В штате Аляска, в городке Талкитна, рыжий кот по имени Стапс был почетным мэром на протяжении 20 лет. У него не было реальной власти, но он исправно принимал туристов и пил воду с кошачьей мятой из бокала в местном баре. Жители так его любили, что он переизбирался на этот пост раз за разом.
Факт 33. Ночной тык-дык. Это не вредность, а биология. Кошки – сумеречные животные. Их пик активности приходится на рассвет и закат. В природе это лучшее время для охоты, а в вашей квартире лучшее время, чтобы поскакать по вашему лицу и сбросить вазу. Они просто следуют зову предков, даже если их добыча – это тень на стене. Факт 34. Трение мордочкой. Когда кот трется о ваши ноги или лицо щеками, он вас приватизирует. На мордочке у кошек много пахучих желез. Оставляя свой запах на вас, кот создает общий групповой аромат, который сигнализирует: «Это мой человек, мы одна стая». Это самый нежный способ поставить на вас печать собственности. Факт 35. Почему они не любят купаться? Большинство кошек ненавидят воду, потому что намокшая шерсть становится тяжелой и лишает их главного козыря – маневренности. К тому же мокрая шерсть долго сохнет и не держит тепла, что для маленького хищника критично. Однако есть породы, например, ванская кошка, которые обожают плавать. У них структура шерсти больше похожа на кашемир и меньше впитывает воду. Факт 36. Исаак Ньютон и кошачья дверца. Существует легенда, что знаменитый физик Исаак Ньютон изобрел кошачью дверцу. Говорят, его кошка постоянно отвлекала его от экспериментов, требуя открыть дверь. Ученый прорезал в двери отверстие, чтобы кошка могла ходить сама. Если это правда, то Ньютон спас миллионы нервных клеток владельцев кошек по всему миру. Факт 37. Дрожащий хвост. Если кот подходит к вам и его хвост поднят трубой и мелко дрожит у самого основания, радуйтесь. Это высшая степень кошачьего приветствия. На их языке это эквивалент бурных аплодисментов и радостного крика: «Боже мой, ты пришел, я так счастлив!» Факт 38. Кот-мореплаватель. В эпоху великих географических открытий на каждом корабле обязательно была кошка. Они не только ловили крыс, спасая запасы еды, но и считались талисманами, приносящими удачу. Моряки верили, что кошки могут предсказывать шторм, что логично, учитывая их чувствительность к перепадам давления. Факт 39. Эффект валерьянки. Кошачья мята действует примерно на 70% кошек. Это генетическая реакция на нипиталактон, вещество, которое имитирует феромоны счастья. Интересно, что на котят до 6 месяцев она вообще не действует, а взрослые коты могут впасть в экстаз или просто сладко уснуть. Факт 40. Падение на 4 лапы. Это называется выпрямительный рефлекс. Благодаря гибкому позвоночнику и отсутствию ключиц, кошка в полете разворачивает сначала голову, потом передние лапы, а затем задние. Но помните, это не делает их бессмертными. Слишком маленькая или слишком большая высота может не оставить времени на маневр, поэтому сетки на окнах – это must-have. Факт 41. Слух сверхчеловека. Кошки слышат ультразвук. В природе это помогает им слышать писк грызунов, который недоступен человеческому уху. Именно поэтому ваш кот может внезапно уставиться в пустую стену. Он не видит призраков, он просто слышит, как за стеной или в перекрытии скребется крошечное насекомое или мышь. Факт 42. Черные кошки к удаче. В России черная кошка к беде, а вот в Великобритании и Японии все наоборот. Считается, что черная кошка приносит в дом богатство и удачу. В Англии даже есть примета: если черная кошка перебежала дорогу невесте, брак будет долгим и счастливым. Так что все дело в восприятии. Факт 43. Кошки-терапевты. Статистика говорит, что владельцы кошек на 30% реже страдают от сердечных приступов и инсультов. Простое поглаживание кошки снижает уровень кортизола, гормона стресса, и нормализует давление. Ваш пушистый друг – это буквально живое лекарство, без побочных эффектов. Факт 44. Как они пьют воду?
Если посмотреть замедленную съемку, вы увидите магию. Кошка не просто зачерпывает воду, она касается поверхности воды кончиком языка и резко тянет его вверх, создавая столбик жидкости, которую она буквально откусывает. Это настолько быстрый и сложный процесс, что физики посвятили ему целые научные работы. Факт 45. Кот-двойник. Мозг кошки на 90% идентичен мозгу человека по структуре. За эмоции у них отвечают те же области, что и у нас. У них есть долговременная и кратковременная память. Они видят сны и могут испытывать радость, страх, гнев и даже что-то похожее на чувство вины. Хотя последнее под вопросом. Коты редко признают свои ошибки. Факт 46. Сон как охлаждение. Когда кошке жарко, она спит максимально вытянувшись, чтобы увеличить площадь теплоотдачи. А когда холодно, сворачивается в плотный шар, пряча нос и лапы внутри шубы. Глядя на позу спящего кота, можно безошибочно определить температуру в квартире без всякого градусника. Факт 47. Усы над глазами. У кошек есть вибрисы не только на мордочке, но и над глазами, на подбородке и даже на задней стороне передних лап. Лапные усы помогают им чувствовать добычу, которую они уже схватили, но которую плохо видят вблизи из-за дальнозоркости. Факт 48. Личная гигиена. Кошки тратят около 30-50% своего бодрствования на умывание. Это нужно не только для чистоты, но и для того, чтобы убрать свой запах перед охотой, успокоиться и даже охладиться. Испарение слюны на шерсти работает как наше потоотделение. Факт 49. Тайный язык хвоста. Если хвост загнут вопросительным знаком, кот настроен дружелюбно и готов к игре. Если хвост спрятан между лап, ему страшно. А если хвост похож на ёршик для бутылок, берегитесь, кот максимально напуган или разъярен и готов к обороне. Факт 50. Кошечья колония. На отличие от одиночных тигров, домашние кошки – социальные животные. В дикой среде они часто живут колониями, где вместе воспитывают котят и даже ухаживают за старыми сородичами. Так что ваш кот считает вас не хозяином, а членом своей колонии, возможно, немного глуповатым, но полезным. Друзья, мы на экваторе. 50 фактов позади. И если вы досмотрели до этого момента, значит, вы настоящий фанат этих пушистых инопланетян. Если вам нравится такой подробный и душевный формат, и вы узнали сегодня хоть что-то новое, обязательно подпишитесь на канал. Мы здесь регулярно раскрываем тайны природы, и впереди у нас еще столько всего интересного. Нажали кнопку? Колокольчик включили? Тогда летим дальше, к следующей порции чудес. А теперь вопрос на засыпку. Делает ли ваш кот бисквиты? Мнет лапками? И какое у него любимое место для этого ритуала? Мой, например, обожает делать массаж именно когда я пытаюсь уснуть под пушистым пледом. Пишите свои истории в комментариях, я все читаю. Факт 51. Самая богатая кошка. Вы не поверите, но в мире есть коты-миллионеры. Итальянка Мария Ассунта оставила своей бездомной кошке Томазино наследство в 10 миллионов евро. Теперь Томазино официально считается самой богатой кошкой в истории. Хотя, честно говоря, ей все так же важнее полная миска корма и мягкий плед, чем счета в швейцарских банках. Факт 52. Самый маленький хищник. Если вы думали, что ваш котенок крошечный, познакомьтесь с пятнисто-рыжей кошкой из Шри-Ланки. Она весит всего около 1,5 килограммов и легко помещается на ладони взрослого человека. Несмотря на размер, это свирепый и невероятно быстрый охотник, настоящая карманная версия тигра. Факт 53. Гиганты среди нас. На другом конце спектра – мейн-куны. Эти нежные гиганты могут достигать метра в длину и весить до 12-15 килограммов. У них даже между пальцами растут пучки шерсти – снегоступы, которые помогали их предкам ходить по сугробам штата Мэна. Факт 54.
Почему котята рождаются с голубыми глазами? Все котята без исключения рождаются с голубыми глазами. Пигмент меланин начинает вырабатываться только несколько недель после рождения, и только тогда проявляется их истинный цвет. Так что если ваш кот сейчас зеленоглазый, знайте, в детстве он был голубой кровью. Факт 55. Генетическая загадка черепаховых кошек. Вы когда-нибудь видели трехцветного котика-мальчика? Скорее всего, нет. Гены рыжего и черного окраса находятся в X-хромосоме, поэтому, чтобы получить 3 цвета, нужно 2 X-хромосомы. Трехцветными бывают почти исключительно девочки, а мальчик с таким окрасом – это редчайшая генетическая мутация – 1 на 3000. Факт 56. Белые коты и слух. Около 60-80% белых кошек с голубыми глазами рождаются глухими. Это связано с геном W, который отвечает за белый цвет шерсти и одновременно влияет на развитие внутреннего уха. Если у вашего белого котика глаза разного цвета, он может быть глухим только на то ухо, которое находится со стороны голубого глаза. Удивительная и грустная биологическая связь. Факт 57. Зумисы или вечернее бешенство. Знакома ситуация? Кот внезапно подпрыгивает и начинает носиться по квартире, как угорелый. Ученые называют это фрапс – периоды случайной френетической активности. Так домашние коты сбрасывают накопившуюся энергию, которую в дикой природе они бы тратили на многочасовую охоту. Факт 58. Кошки и соленая вода. Вот это настоящий вау-эффект. Почки кошек настолько эффективны, что они могут пить морскую воду, чтобы выжить. Их организм способен отфильтровывать соль и использовать пресную воду для гидратации. Это эволюционный подарок на случай, если кошка окажется в экстремальных условиях. Факт 59. Почему они ненавидят цитрусовые? Для нас запах лимона – это свежесть, а для кота – химическая атака. Их обоняние в 14 раз острее нашего, и эфирные масла цитрусовых вызывают у них раздражение слизистой. Именно поэтому корки апельсина – лучший и самый гуманный способ отучить кота от ваших любимых комнатных растений. Факт 60. Ловушка для живота. Кот ложится на спину и показывает вам пузико. Вы тянетесь погладить и – бам! Ваши руки в когтях. Дело в том, что живот – это самое уязвимое место, и, показывая его, кот говорит о доверии, но попытку потрогать он часто воспринимает как нарушение личных границ или призыв к игре схватки. Факт 61. Чувствительность к землетрясениям. Кошки могут чувствовать приближение землетрясения за 10-15 минут до того, как его зафиксируют приборы. Их подушечки лап невероятно чувствительны к микровибрациям почвы. В древности люди внимательно следили за поведением кошек, чтобы вовремя покинуть дома. Факт 62. Кошачья дверца и физика. Помните, мы говорили про Ньютона? Современные кошачьи дверцы теперь работают на микрочипах. Они считывают чип именно вашего кота и открываются только для него, не пуская в дом соседских котов или енотов. Высокие технологии на службе кошачьего комфорта. Факт 63. Почему они стрекочут на птиц? Видели, как кот замирает у окна и издает странные звуки челюстью, похожие на щелканье? Это называется вакуумная активность. Кот имитирует смертельный укус в шею жертвы. Это смесь азарта и фрустрации от того, что добыча близко, но достать ее невозможно. Факт 64. Кошки в Древнем Риме. Римляне были первыми, кто начал использовать кошек именно как домашних любимцев, а не просто ловцов крыс. Кошка в Риме считалась символом свободы и независимости. Ее часто изображали рядом с богиней Либертас. Факт 65. Память на людей. Кошки могут помнить своих хозяев всю жизнь, даже если разлука длилась годы. Они запоминают не только внешность, но и ваш уникальный запах и тембр голоса. Так что если вы уезжаете в отпуск, знайте, ваш кот действительно по вам скучает, даже если не подает виду по возвращении. Факт 66. Усы на лапах.
Посмотрите внимательно на заднюю сторону передних лап вашего кота. Там тоже есть маленькие волоски-вибрисы. Они помогают кошке чувствовать положение добычи, когда та уже в когтях, потому что вблизи кошки видят довольно плохо. Факт 67. Кошки-сфинксы и аллергия. Миф, что сфинксы гипоаллергенны. Аллергию вызывает не шерсть, а белок ФЛД1, который содержится в слюне и кожных выделениях кошки. У бесшерстных кошек этого белка столько же, просто он не разносится по дому вместе с выпавшей шерстью. Факт 68. Скорость в миниатюре. Обычная домашняя кошка может разогнаться до 48-50 км в час на коротких дистанциях. Это быстрее, чем самый быстрый человек на планете – Усейн Болт. Так что если ваш кот решит от вас убежать, у вас просто нет шансов его догнать. Факт 69. Почему они спят на голове? Часто кошки спят на голове хозяина. Почему? Во-первых, там теплее всего. Во-вторых, голова – самая неподвижная часть тела спящего человека. Там кота никто не придавит во сне. И в-третьих, запах ваших волос успокаивает их. Факт 70. Кот-предсказатель. В одном из хосписов США жил кот Оскар, который предсказывал смерть пациентов. Он приходил и ложился рядом с теми, кому осталось жить всего несколько часов. Ученые считают, что он чувствовал специфический химический запах, который выделяет организм при угасании. Факт 71. Если хвост кота подергивается, когда он спит, ему снится охота. Исследования мозга показали, что фазы сна кошек идентичны нашим, и они тоже видят яркие эмоциональные сны. Интересно, снится ли им, как они наконец поймали ту красную точку от лазера? Факт 72. Кошки и молоко. Кошка любит молоко – это опасный стереотип. У большинства взрослых кошек непереносимость лактозы. Молоко вызывает у них расстройство желудка. Если хотите побаловать питомца, купите специальное безлактозное молоко для кошек. Факт 73. Шестое чувство. У кошек есть так называемое чувство направления. Они могут использовать магнитное поле Земли как компас, чтобы найти дорогу домой. Бывали случаи, когда коты возвращались к хозяевам, преодолевая сотни километров по совершенно незнакомой местности. Факт 74. Группы крови. У кошек всего 3 группы крови. А, Б и очень редкая АБ. Это крайне важно знать ветеринарам. В отличие от людей, у кошек нет универсального донора, поэтому переливание крови – это сложнейшая процедура. Факт 75. Почему они любят высоту? Это наследство от предков, живших в лесах. С высоты, шкафа или холодильника лучше видна территория, и кот чувствует себя в безопасности от наземных хищников, например, вашего пылесоса. Высокое место для кота – это VIP-ложа с лучшим обзором. Фух, мы на финишной прямой. 75 фактов за плечами. Друзья, а давайте проверим теорию про высоту. Где находится самое необычное высокое место, куда забирался ваш кот? На шкаф, на люстру или, может, он сидит на карнизе для штор? Пишите в комментариях, у кого самый бесстрашный альпинист. Факт 76. Положение усов и настроение. Усы – это барометр кошачьего духа. Если они расслаблены и смотрят в стороны, кот спокоен. Если направлены вперед, он чем-то заинтересован или готов к охоте. А если они плотно прижаты к мордочке, берегитесь, котейка напуган или сильно рассержен. Факт 77. Кошки и зеркала. Большинство кошек не узнают себя в зеркале. Они воспринимают свое отражение как другого кота, что часто приводит к забавным танцам или попыткам заглянуть за зеркало. Однако некоторые ученые считают, что кошки просто не придают значения визуальному образу, так как для идентификации личности им гораздо важнее запах. Факт 78. Спасители Европы. Во время пандемии чумы в средние века кошки, к сожалению, подвергались гонениям из-за суеверий. Это привело к взрывному росту популяции крыс, которые и разносили болезнь. Позже человечество осознало ошибку, и кошки стали почитаться как главные защитники амбаров и здоровья городов. Факт 79.
Пахнут ли лапки попкорном? Многие владельцы замечают, что подушечки лап их кошек пахнут кукурузными чипсами или попкорном. Это не магия, а работа бактерий Proteus или Pseudomonas, которые живут в потовых железах на лапках кошек. Это абсолютно нормально и даже считается уютным фирменным ароматом кошатников. Факт 80. Дневное зрение не их конек. Несмотря на суперспособности в темноте, днем кошки видят мир довольно брызгло. Их глаза настроены на фиксацию движения, а не на детализацию картинки. Если вы стоите неподвижно в паре метров от кота, он может вас потерять, пока вы не шевельнетесь. Факт 81. Виляние хвостом – это не радость. В отличие от собак, виляющий хвост у кошки обычно означает внутренний конфликт или раздражение. Кот как бы говорит: «Я сейчас принимаю решение, и оно мне не нравится». Чем интенсивнее движение хвоста, тем ближе момент, когда кошка перейдет к активным действиям, либо убежит, либо нападет. Факт 82. Японский символ удачи. Знаменитая фигурка кота с поднятой лапой, манеки-неко, родом из Японии. Считается, что если поднята правая лапа, кот призывает деньги, если левая – клиентов и гостей. Это дань легенде о коте, который спас самурая от молнии, поманив его лапой в храм. Факт 83. Слюнявое счастье. Некоторые кошки так сильно расслабляются во время ласки, что у них начинают течь слюни. Это признак младенческого регресса. Точно так же котята пускали слюнки, когда сосали молоко матери. Если ваш кот подтекает от удовольствия, когда вы его чешете, это высшая похвала вашим навыкам массажиста. Факт 84. Почему они клацают зубами на птиц? Это стрекотание – инстинктивная попытка сымитировать смертельный укус в шею добычи. Ученые также предполагают, что это выражает крайнюю степень азарта, когда хищник видит цель, но физически не может до нее добраться из-за стекла. Факт 85. Шоколад – яд для кошек. Никогда не давайте кошкам шоколад. В нем содержится теобрамин, который их организм просто не способен переработать. Даже небольшая долька может вызвать серьезные отравления. Помните, кошачьи сладости – это мясо, а не конфеты. Факт 86. Кошачьи рекорды плодовитости. Кошка по имени Дасти из Техаса за свою жизнь родила 420 котят. Это официальный мировой рекорд. Именно поэтому так важна стерилизация домашних питомцев. Кошки размножаются в геометрической прогрессии, и найти добрые руки для всех просто невозможно. Факт 87. Когтями, как чешуей. Кошачьи когти растут слоями, как луковица. Когда кот дерет когтеточку, он не просто точит их, а снимает старый затупившийся роговой слой, под которым уже ждет новый, острый как бритва. Те чехольчики, которые вы находите на полу, это и есть те самые сброшенные слои. Факт 88. Почему они не закапывают результаты в лотке? Если ваш кот демонстративно оставляет продукты своей жизнедеятельности на поверхности, он заявляет о своем доминировании. В дикой природе только вожак или самый сильный кот не закапывает экскременты, показывая «я здесь главный, и я никого не боюсь». Если ваш кот так делает, ну, поздравляю, вы живете с боссом. Факт 89. Лечебное мурлыканье для себя. Кошки мурлыкают не только когда им хорошо, но и когда им очень больно или страшно. Частота мурлыкания стимулирует выработку эндорфинов и ускоряет заживление тканей. Это встроенный механизм самовосстановления, который помогает им выживать после травм. Факт 90. Кошки и пылесос. Ненависть к пылесосу оправдана физиологией. Кроме громкого шума, который бьет по их чувствительным ушам, пылесос создает мощные вибрации воздуха и пола, которые кошки принимают кожей и усами как нечто огромное, агрессивное и абсолютно непредсказуемое. Факт 91. Лифт для попы. Замечали, что если погладить кота у основания хвоста, он непроизвольно поднимает заднюю часть тела? Там сосредоточено огромное количество нервных окончаний. Для большинства кошек это очень приятная стимуляция. Но будьте осторожны, некоторых это может слишком сильно завести, и они могут прикусить руку от избытка чувств. Факт 92. Кошки и время.
У кошек очень точные внутренние биологические часы. Они прекрасно знают, в какое время вы обычно приходите с работы или когда пора завтракать. Если вы перевели будильник на час позже, а кот уже сидит на вашей груди, знаете, его внутренний хронометр не обмануть. Факт 93. Жизнь дома и на улице. Средняя продолжительность жизни домашней кошки 15-18 лет, в то время как уличные коты редко живут дольше 3-5 лет. Это наглядное доказательство того, как важны безопасность, качественное питание и отсутствие стрессов для долголетия. Факт 94. Почему они ненавидят закрытые двери? Для кошки закрытая дверь – это не просто преграда, это нарушение контроля на территории. Кот должен знать, что происходит в каждой точке его владений. Кроме того, кошки по своей природе очень любопытны. Если что-то закрыто, значит, там происходит что-то интересное без их участия. Факт 95. Кошки в Белом доме. Многие президенты США были кошатниками. Например, у Авраама Линкольна жили коты Таби и Дикси. Линкольн однажды сказал, что Дикси умнее, чем весь его кабинет министров. И, глядя на политику, в это легко поверить. Факт 96. Слух против собак. Мы привыкли считать, что у собак лучше слух, чем у кошек. Но кошки слышат звуки более высокой частоты. Их диапазон доходит до 64 кГц, в то время как у собак – до 45. Кошка может услышать ультразвуковой писк мыши на расстоянии 20 метров, если та сидит под толстым слоем соломы. Факт 97. Непотопляемый Сэм. Был такой кот по имени Сэм, который во время Второй мировой войны пережил гибель 3 кораблей – немецкого линкора «Бисмарк», британского эсминца «Казак» и авианосца «Арк-Роял». После 3-го раза его решили больше не брать в море и оставили доживать свой век на суше в Белфасте. Настоящий кот-талисман. Факт 98. Охота на красную точку. Знаете, почему кошки так фанатеют от лазерной указки? Их брейн воспринимает красную точку как идеальную добычу, быструю, неуловимую и светящуюся. Однако эксперты советуют в конце игры давать коту реальную игрушку или лакомство, чтобы охота завершилась логическим захватом, иначе кот может испытывать психологический стресс от вечной неудачи. Факт 99. Испытание гравитации. Почему коты сбрасывают вещи со столов? Это сочетание охотничьего инстинкта и попытки привлечь ваше внимание. Постукивая по предмету лапой, кот проверяет, живое это или нет, побежит или упадет. А когда вещь с грохотом падает и вы прибегаете из другой комнаты, кот понимает: «О, это работает, хозяин на связи». Факт 100. Самый главный факт. Кошки – это единственные существа на планете, которые решили жить с людьми не потому, что мы их заставили или приручили как собак, а потому что им это выгодно и приятно. Это союз на равных. Каждый раз, когда ваш кот выбирает прийти и лечь именно к вам, помните, это его добровольный выбор и высший знак любви. Вот мы и дошли до 100-го факта. Это было эпическое путешествие, правда? Напишите прямо сейчас в комментариях номер факта, который удивил вас больше всего. Или, может быть, у вашего кота есть какая-то особенность, про которую я забыла упомянуть. Расскажите свою историю. Я буду очень рада познакомиться с вашими пушистиками поближе. Ну что ж, друзья, на этом наши 100 фактов подошли к концу. Мы узнали, что кошки — это и лекари, и физики, и древние божества, и просто наши самые верные, хоть и ворчливые по утрам, друзья. Надеюсь, после этого видео вы посмотрите на своего котейку с еще большим уважением и нежностью. Если это видео вам понравилось и вы досмотрели его до самого конца, вы просто герои. Не забудьте поставить лайк, если еще этого не сделали, и обязательно подпишитесь на канал. Здесь мы любим животных и стараемся рассказывать о них максимально интересно. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. Впереди еще много тайн. Спасибо, что были со мной эти полчаса. Берегите своих хвостиков, кормите их вкусно, тишите за ушком и помните, дом без кота – это просто жилое помещение, а дом с котом – это уже крепость, полная любви и уюта. До встречи в новых видео. Всем мур и пока-пока.